Друзья, сегодня мы с умной овчаркой пришли в поле, чтобы рассказать вам о таком полезном и очень вкусном дикоросе, который называется приворот трава. Вы наверняка знаете ее под названием манжетка или слезы Богородицы он еще называется. Собирать его нужно в апреле, пока листики еще молодые. Мы будем с вами использовать манжетку лекарственную не в качестве лекарственной травы, а в качестве первой очень полезной витаминной зелени. Только задумайтесь, в 100 граммах зелени манжетки содержится 70% суточной дозы витамина С. Поэтому манжетку мы будем есть в свежем виде, без термической обработки. Вы, кстати, можете есть ее и просто так, в зеленом виде, прямо с поля. Эти такие пушистые, чистенькие листочки. На вкус они, в общем-то, как трава. Но если это правильно обыграть и правильно сделать блюдо из манжетки, то получится не только очень полезно, но еще и очень вкусно. Поэтому собираем манжетку до полудня, собираем молодые листочки, в сухую погоду обязательно. Вот так растет манжетка. Видите, молодые листочки, они вот такие складчатые, с обратной стороны пушистенькие. Собираем их в большом количестве. В принципе, манжетка абсолютно безопасная травка, и в молодом виде в качестве зелени она может употребляться в неограниченном количестве. Растет она на полянках, и до тех пор, пока не появились цветы, манжетку можно использовать в качестве нежного травяного гарнира, в качестве добавки к тесту, в качестве основы для зеленого витаминного лимонада. Поэтому собираем нашу манжетку. Вот она, видите, прячется. Совсем молоденькая. Такая, как нам и нужна. Кстати, вы можете посадить манжетку у себя в саду и весной, в апреле, использовать ее в качестве основы для холодных супов, салатов, выпечки и чего угодно. Будем собирать. Ну, умная овчарка, оценивай. Тоже будешь ее есть, да? Умная овчарка плохого не посоветует. Будешь манжетку? Вы наверняка знаете манжетку как травку, в которой утром можно найти капельки росы. Я взяла с собой вот такой вот пульверизатор спрей, чтобы вам продемонстрировать, как ведет себя влага на листьях манжетки. Влага на листьях манжетки собираются вот в такие вот аккуратные бусинки, которые удерживаются ворсинками. И часто утром вы можете увидеть вот в самом центре листочка манжетки аккуратную жемчужную капельку. Вообще есть версия о том, что вот эта вот влага, которая собирается в центре листа манжетки, она вырабатывается самим растением. Но чаще всего это просто роса, утренняя весенняя роса, которая конденсируется прямо вот в самой чашечке вот этого листочка. Этой росой умывались и использовали ее в качестве косметического средства. На самом деле практической пользы особенной в этом нет, но использовать ее можно. Почему, собственно, называется эта трава алхимиков? Вот эту вот росу, капельки конденсата, использовали алхимики при попытке создать философский камень. Считалось, что она обладает магическими свойствами. Ну вот у меня целая корзинка манжетки, и мы отправляемся домой из нее готовить полезные и вкусные блюда. Итак, я принесла домой манжетку и помыла листья. Вот так вот в тазу у меня помытая зелень манжетки, и использовать мы будем ее двумя способами. Способ первый. Берем вот так вот отжатую зелень, примерно вот таких вот 2 горсти. И отправляем в блендер. Сюда же можно отправить немножко таволги, русская ваниль, которая называется. Также можно отправить сюда щавель или лимон, любую кислую зелень. Теперь добавляем в чашу блендера мед, воду, можно добавить минералку, можно добавить сок, можно добавить березовый сок. Вместо меда можно добавить сюда березовый сироп, кленовый сироп, любой сладкий сироп, если вы хотите сладкий лимонад. Смотрите, какие пузырьки в нашем зеленом коктейле. На кувшин можно на горлышко вот так вот надеть одноразовую салфетку из нетканого материала, если вы не хотите, чтобы туда попадала трава. А можно использовать и как смузи с зеленью. Но я хочу сделать прозрачный лимонад, и поэтому процеживаю его через нетканый материал.
Лимонад мы процедили. Теперь будем его пробовать. Держи стаканчик. И наливаем. Наливаем его в стакан. Ну давай, пробуй лимонад из манжетки. Вкусненько. Вкусненько? Зелененько? Здорово мы придумали, да? Надо кого-нибудь еще им угостить нашим зеленым лимонадом. Вот такой вот яркий солнечный зеленый лимонад получился. Он не сильно сладкий, но очень насыщенного травяного вкуса. Таволга придает такую сладковатую изюминку и очень яркий аромат. А манжетка, собственно, дает насыщенный цвет и травянистый вкус. Пейте на здоровье! Ну что, второе блюдо после зеленого лимонада, которое мы будем готовить, это холодный суп из манжетки. Здесь у меня приготовлено огурчик, редисочка, манжетка и лук с грядки. Огурцы можно заменить, в общем-то, как и редиску, можно заменить на зелень молодила или суккуленты. Здесь у меня перепелиные яйца порезанные. И теперь мне нужно подготовить основную заправку. Для этого я беру стакан кефира. Можно взять йогурт, можно взять айран, тан. Тоже будет очень вкусно. С газированными напитками еще вкуснее. Стакан кисломолочки и зелень манжетки. Отправляем сюда побольше зелени, убирая лишнее, если вдруг прилипли какие-то травинки, соринки. Все убираем. Вот, я думаю, будет достаточно. Вот примерно 2 крупных горсти манжетки отправляем в блендер и перемалываем. Вот такой вот насыщенный зеленый кефир у нас получился из манжетки. Теперь нужно отправить в тарелку перепелиные или куриные яйца. У нас свои домашние. Сюда же нам нужно отправить в тарелку половинку огурца. Редисочку для красоты и для цвета, и для вкуса. Нарезаем вот такими вот полуколечками. Отправляем в тарелку лук зеленый, небольшой пучок. И зелень манжетки тоже нам пригодится. Нарезаем лучок. Мне нравится вот такой мелкий, для окрошки использовать. И теперь берем манжетку, чтобы не только она у нас была в заправке, но была и в качестве зелени непосредственно в самом нашем холодном супчике. Отправляем зелень в тарелку. И заливаем нашей заправкой из манжетки и кефира. Где колбаса-то? Только муж может спросить. Это зеленая крошка, зеленый суп. Колбасу можно положить, конечно же, сюда тоже. Вот такой у нас получается зеленый насыщенный летний суп. Очень здорово, если вы польете его оливковым маслом. Прям немножечко добавляем масла для вкуса и для красоты. И пробуем. Соль, кстати, я добавила прямо в кефир с манжеткой, для того, чтобы не солить суп потом отдельно. Теперь нужно его попробовать и оценить, какой же он на вкус. Это очень вкусно. Мне кажется, намного вкуснее обычной окрошки. Но вы, кстати, можете положить сюда вареное мясо или колбасу на свой вкус. Мне нравится вот просто такой зеленый, просто овощной. Очень вкусно. Ну что, друзья, мы сегодня вам рассказали про такую удивительную и очень вкусную полезную травку, которая называется манжетка. Сделали мы из нее лимонад, держи, и зеленый суп. Также вы зелень манжетки можете добавлять во все супы и зеленые салаты. Она вам точно не помешает. Вкуса у нее вот такого ярко выраженного нет, но зато есть ярко выраженная польза. Чувствуешь, как полезно? Будем собирать манжетку? И вы обязательно собирайте.